Vortex – дом, о котором многие из вас слышали хотя бы раз в жизни. Неважно, видели ли вы клуб с таким названием, рассказывал ли вам друг про энергетические вихри, или читали книгу, в которой обсуждается секретный ключ к Вселенной, открытый и сохраненный как идея Николаем Теслой. Но что же на самом деле представляет собой этот Vortex? Является ли это физическим местом, куда человек идет и мгновенно получает доступ к божественному знанию, или это мистическая научная теория, не имеющая практического применения? Является ли это движением энергии между людьми, когда они движутся к общей цели, или это тайное пространство, из которого мы можем получить знания о Вселенной и за ее пределами? Возможно ли достичь его? Эти и многие другие вопросы мы зададим вместе сегодня в новом эпизоде «Скрытой реальности». Добро пожаловать! Когда говорим о Vortex, также очень важно упомянуть чрезвычайно известные комбинации в математике. Вихревая математика – это область, которую только начинают изучать математики и ученые, и только начинают признавать, что числа – это не только способ счета и измерения физических объектов вокруг нас, но также они представляют собой энергетические формы. Каждое число – это уникальный рисунок, представляющий определенный спектр частот, который содержит специфическую информацию о всем творении. В числах и их комбинациях гораздо больше информации, чем мы можем увидеть и осознать с первого взгляда. Вихревая математика была предметом исследования Никола Теслы, который был настолько одержим этими тремя числами, что это впоследствии стало известно как Тесловы 369 или еще тайный ключ к Вселенной. У Теслы также было множество особенностей, связанных с числом 3. Например, он обходил 3 раза вокруг квартала, прежде чем войти в здание. Он предпочитал останавливаться в гостиничных номерах, номера которых делятся на 3 и так далее. В общем, он был убежден, что числа 3, 6, 9 скрывают ключ Вселенной, и он был недалек от истины. Но что это за комбинация? Действительно ли это комбинация? Почему эти числа особенные? И какую информацию они нам дают? Чтобы открыть тайны Вселенной, прежде всего с абсолютно логической математической точки зрения. Вот что происходит. Вероятно, вы где-то видели эту диаграмму. Порядок и расположение чисел логичны, но, вероятно, вы задаетесь вопросом, что такое соединяющие линии и почему числа 3, 6 и 9 окрашены в разные цвета. Эта диаграмма формируется, когда вы начинаете с круга, который на самом деле является сферой, потому что каждая из этих чисел – это сфера, самостоятельное энергетическое поле. Затем мы начинаем записывать числа от 1 до 9 и видим, как круг завершается. Откуда идут эти линии? Это энергетические каналы между цифрами, связи между ними, и поток энергии движется по этим моделям. Как все это можно рассчитать? Начинайте с числа 1, затем каждое следующее число в 2 раза больше предыдущего. Затем для каждого числа в этой таблице мы вычисляем так называемый цифровой корень, то есть складываем цифры числа, пока не останется только одна цифра. Так получается модель. Она повторяется до бесконечности и следует последовательности 1, 2, 4, 8, 7. Это работает абсолютно так же, если начать с деления по той же схеме, начиная с единицы. Итак, вы видите, что единственные 3 числа, которые не в последовательности, это 3, 6 и 9. Очень интересно. Как тогда они связаны? Опять же, просто в математическом смысле, как бы у меня ни шли дела с числами в школе, если мы начнем с 3 и применим тот же принцип, мы получим цикличность между 3 и 6. Сейчас вскоре мы обсудим, что в этом особенного, потому что подумайте, это не циклическая модель между 3, 6 и 9, а только между 3 и 6. Вот почему большинство диаграмм выглядят так, с линией между 3 и 6. И теперь мы подходим к нашему любимому числу 9. Возвращаемся к нему. 9 – это вихрь, отличный от всех остальных. Оно представляет энергию, которая движется изнутри наружу, точно как источник,
проявляющийся из нулевой точки и создающий движение, единственным направлением которого является развитие и расширение. Если начнем то же упражнение и будем считать от 9, получаем последовательность только из девяток. Теперь этот эпизод не о вихревой математике, и я не могу сказать, что знаю так много по этой теме, но могу представить вам основную идею. Если мы объединим это знание о вихревой математике и энергетических потоках со знаниями о числах, которые обсуждали в предыдущих эпизодах, 3, 6 и 9 – это основа проявления, потому что они представляют поток энергии внутрь, наружу и колебания между ними, которое является 3, если посмотреть на это под другим углом. У нас есть 6, которое движется внутрь, 9 движется наружу. Направление любви, созидания и расширения, а 3 – это волна, которая колеблется между ними. Как мы обсуждали в теории когитальности и эпизодах с Ива, решение о том, в каком направлении мы будем двигаться, что выберем в каждый момент и как долго будем колебаться между двумя возможностями без решения, на самом деле является ключом к жизни и Вселенной. Это определяет, движемся ли мы с потоком источника, которым являемся, или сжимаемся в себе и формируемся. Если среди вас есть те, кто смотрел видео о гиперсфере из марта или сессию 00, где я представил идею гиперсферы, вы можете связать точки, комбинируя знания о 9 частотах источника существования и то, о чем мы говорим здесь. Вот небольшая подсказка. У гиперсферы есть 3 центра. Помните, а видите ли их здесь? Для всех, кто думает, хорошо, но если это ключ к Вселенной, тогда в чем на самом деле значение девятки? Девятка. Почему в футболе 9 – это одно из самых важных? Хорошо, 9-я частота. Из 9 формирующих частот творчества, часто называемых и иногда упоминаемых как «совет 9». 9-я частота, если посмотреть на теорию когитальности, очень хорошо представлена и выражена. Итак, давайте подумаем снова. Каков был этот ключ к Вселенной, о котором говорил Тесла? Или мы все еще ищем волшебные трюки и способы реконструировать реальность? Идея в том, чтобы узнать, что если мы знаем вращение чисел, ведь мы те же самые числа, мы та же самая энергия, и когда мы комбинируем идеи и Ибрахима, и Башара, что ты сам являешься вихрем творения, если следуешь потоку и вихрю творения самого источника, тогда ты становишься в синхроне с всей этой энергией, с огромным количеством информации и огромный сильный поток, который всегда ведет тебя в правильное место, происходит то, что наиболее правильно и необходимо как для тебя, так и для всего остального, и тогда как угодно, сколько нужно, как нужно, когда нужно ты, вихрь, ты, вортекс. И если все это энергия, а мы все, что существует, мы источник, сам Создатель, следовательно, мы также и сам вортекс. А вот чему нас учит Эйбрахам через Эстер Хикс. Что такое вортекс? Вортекс – это вибрационное состояние существования, предшествующее любому положительному движению вперед во всем, что существует. Это как инкапсулированная, сконденсированная, прямая энергия из источника. Это чистая положительная энергия. Это резервуар, это якорь, это точка опоры, это место, где хранятся все мечты, желания и надежды, пока мы не найдем вибрационное соответствие с ними. Это вечный выбор, которому каждый из нас значительно способствовал на пути, на свой физический опыт. Так что этот вортекс – это реальность. Даже если вы не можете его увидеть, но вы можете его почувствовать. Вихрь – это источник благополучия, который призывает вас вернуться домой. Так сказать, призывает вас ко всему, что вы создали, и когда вы не сопротивляетесь мыслями, которые удерживают вас вдали от него, он привлекает вас в себя. Так что, когда мы говорим, что желаем вам войти в вортекс, мы на самом деле имеем в виду,
что хотим, чтобы вы перестали делать те вещи, которые мешают вам легко быть привлеченными в вортекс. Во-первых, было бы здорово, если бы вы могли принять существование этого вортекса, творения, и было бы еще лучше, если бы вы могли видеть его так, как мы его видим, как ваше текущее состояние сознания. Так что, когда ваш друг скажет вам «не вижу никаких улучшений в твоей жизни», вы можете твердо находиться в вортексе сотворения и сказать «это потому, что это не видно тем, кто находится вне вортекса». И они спросят «посещал ли ты врача в последнее время?» А вы скажете «нет врачей в вортексе сознания». Вы можете просто поговорить с одной очень доброжелательной матерью о ее ребенке, что она обожает больше всего на свете, и слушать все ее усилия, понять, что происходит с ее маленьким мальчиком, и поставить это в правильную перспективу, когда на самом деле все, что ей нужно сделать, это отойти от всего, что ее беспокоит, и сосредоточиться на чем-то, что дает ей доступ к вортексу и изнутри его. Все станет ей ясно, вы не можете вести, если вы вне вортекса, и если вы не в нем, тогда нечего дать никому. Когда вы заботитесь о том, чтобы быть в вортексе, вы заботитесь о том, чтобы быть в гармонии с энергией, которая создает миры, а один, кто в вортексе, это один. Кто находится в согласии с этой энергией, он сильнее миллионов, которые не согласны. И я оставил, наконец, одно из самых красивых предложений. Приветствую вас слушать внимательно. Человек, который находится в вихре, человек, который связан, человек, который имеет направление к любви и свету, к служению другим, что следует естественному направлению источника. Девятка. Движение спирали изнутри наружу. Это человек, который держит ключ к Вселенной, человек, который верит, человек, который обладает силой действовать и жить как могущественное существо, которое является создателем реальности, человек, который связан с другими и с Землей, с ее энергией и естественным движением, человек, который не сопротивляется всему, что есть, а принимает эти связи и всю эту силу. Это человек, который готов комбинировать свою собственную энергию и действиями с теми, кто вокруг, и вместе двигаться вперед, создавая вращающееся энергетическое движение Тор, формирующее мощное электромагнитное поле, которое содержит все их желания и творения, которые они хотят расширять в будущем. Вот и все. Это человек, который держит ключ к вортексу, вихрь сотворения. Это человек Соорси,